Привет, друзья! Сегодня у меня очередная посылка с Алиэкспресс. Кстати, на эту тему давно у меня не было видео, не снимал долго. Хотя я заказывал эту посылку почти что уже 1,5 месяца назад. В последнее время как-то идет долгая доставка. По треку я посмотрел. Это ко мне сейчас пришли сумочки. Сумку продавец заявляет как для бега, велоспорта и тому подобное. Сейчас я распечатаю. Ой, главное, чтобы не прорезать. И подробно мы посмотрим. Заказывал, как обычно, на себя, своих детей и жене. Салатового цвета, как вы видите, сумочка выбрала жена. Две черного цвета, одну выбирал я себе, вторую захотел старший сын. Оранжевого цвета захотел второй мой сын. И дочка захотела голубого цвета сумочку. Давайте подробнее сейчас об этих сумочках распакуем, посмотрим как-то. Я вам постараюсь рассказать свои ощущения, как она на ощупь ткань, что здесь прошито. Я думаю, на видео это тоже будет заметно. Сумочка выполнена вот такая тканевая. Ткань, как вам сказать, такая как прорезиненная, на ощупь приятная, кстати. И к телу, если одевать на тело, под майку, допустим, прятать, как вы видите, она тоненькая. Для чего я ее покупал? Для того, чтобы когда дети идут во двор гулять, брали с собой телефон, брали ключи. Телефон Redmi 7A очень спокойненько входит, как вы видите. Застегивается и очень еще много места. Кстати, плюс, если кто использует гарнитуру, есть выход для наушников. Также можно пользоваться. Плюс, что в этой сумочке помимо основного кармана, это то, что имеется такой дополнительный кармашек, как для ключей. Или может для какой-нибудь мелочи ребенку там копейки какие закинуть, не знаю. Я, допустим, его определил для ключей. Вот, ключи зашли очень хорошо. И вот представьте, ваш ребенок вышел гулять, закинул ключи, закинул телефон, все это одел себе на пояс, и при этом толщина сумки, сами как видите, она вот растягивается. Времени получается плотная такая резина. Ой, не резинка, а резинка, извиняюсь. Все это идет на пластиковой защелке, которая легко открывается, защелкивается. Все выполнено классно. Кстати, по прошивке сумки, сейчас я вам покажу. Нету этих, как обычно, такие бывает, с Китая приходят, много-много, как правильно называть, торчащих ниток. На сумке этого я не наблюдаю. Даже отстегивая липучку, на липучке тоже такого не наблюдается. Ключи, вот тут вошло 3 ключа с брелком и от домофона. То есть связка ключей нормальная, такая приличная влазит. И что еще в этой сумочке есть? Это есть дополнительный вот такой кармашек. То есть сюда что-то еще, какую-то мелочевку можно закинуть. И есть такой плюс, как для питьевой сумки. Фотографии, если вы будете переходить по ссылочке, у продавца увидите. Сюда как бы такую питьевую маленькую бутылочку вставляют. Ну, мне очень нравится. Вот ощущение такое, как вам передать. Ну вот ткань такая наподобие как потолочная идет, велюр. На ощупь очень приятная. Как к телу будет прилегать, если под майку носить, это, наверное, напишу потом в комментариях. Оставлю отзыв, когда я поношу сам. Брал как бы для чего? Для велопрогулок, для прогулок детей на улице. Также просто для прогулки. И когда идешь, не хочешь, чтобы у тебя в руках были там где-то в карманах ключи звенели, бренчали, телефон. Очень идеальные сумочки. Вот
Как я уже говорил, оранжевого, это для сына среднего. Давайте посмотрим ее прошив. Есть ли на ней какие дефекты? Нет на ней дефектов. Ну, вот самое, что неприятно, сразу мы видим пятнышко. Прошито идеально. Кстати, молния как бы выполнена такая прорезиненная, как вот есть на спортивных костюмах. На многих куртках спортивных она как бы такая влагостойкая. Закрывает от попадания капель, допустим, дождя там. Вообще идеально выполнено. Вот внутри смотрим. Внутренняя прошивка идет прострочена хорошо. Такого ничего криминального я не вижу. Наушнички, кстати, выход уже прорезан. Если вы видите, прорезать ничего не надо будет. Внутри, кстати, идет она как прорезиненная. Возможно, даже она не будет промокать. И также дополнительный кармашек, плюс под бутылочку с водой вы можете использовать. У меня просто нет такой бутылочки, которая как бы выпуклая, чтобы не выпадала. Потому что если, я думаю, прямая бутылка, просто круглая, я думаю, все-таки она выскальзывать будет. Ну, также вот застежка, все то же самое. Теперь откроем черненького цвета. Кстати, с 5 сумок посмотрим по прошивке, будет ли хоть одна такая, как говорится, не очень на прошив. Пока меня все радует, все мне нравится. Прошито тут тоже идеально. В этом месте прошивка тоже идеально, тоже идет прорезь, все сделано. И, кстати, светоотражающая полоса, что плюс, допустим, если вы в ночное время идете, фликер, соответственно, вам уже не нужен. Вы просто одели сумочку, и вас уже автомобиль будет освещать. Также дополнительный кармашек, прошито все идеально. Здесь тоже кармашек, резинка, я тоже показывал, все в идеале. Смотрим крепление, тоже все прошито. Вообще, честно, вот мне на ощупь просто нравится. И чем она мне нравится, она тоненькая. Она поясная, но она тоненькая. То есть вы сюда действительно положите, допустим, кошелек, положите телефон и положите ключи, и это при этом не будет оттопыривать, как, знаете, вот эти носят сумки, что просто сбоку висит и очень заметно другим людям, сразу и на туриста идет. Ну вот, добрался до сумочки жены, которую она заказала. Также визуально дефектов, есть все-таки вот, все-таки одна есть, видите? Ну, еще есть вот, про что я говорил, китайская прострочка все-таки присутствует. Но это мы аккуратненько иголочкой все вправим, завяжем узелки, все будет отлично. Так, смотрим тогда по внутренности. Кто-то схалтурил шить, похоже. Но здесь прошито идеально, нормальненько. Так, смотрим другую сторону. Прошито тоже нормально. Прорезь имеется. Как бы чуть-чуть схалтурили на маленьком кармашке. Так, что у нас еще? Ну, то же самое. Кармашек дополнительный и резинка, которую можно бутылочку. Все вроде бы, все остальное идеально. И последняя тоже черная сумочка. Также сейчас мы ее посмотрим на качество прострочки, как выполнено. Ну, что мы также видим. Все то же самое. В идеале. Одна сумочка получается. Какой-то работник поленился хорошо заделать. Прошивка тоже в идеале идет. Здесь тоже в идеале. Прорезали, все хорошо. Вот чем мне понравилось действительно сумка, то что вам просто не передать, на ощупь очень приятно. Я думаю, к телу будет прилегать тоже идеально. Ну вот. Как-то так вот. 5 сумочек. Нареканий на них у меня нету, кроме вот этой одной. Но это все исправимо, иголочкой и на узелочек аккуратненько завязываем, и нормально будет. Даже эти нитки не будут торчать.
Мой вердикт: если кто любит прогулки на велосипеде, любит прогулки по природе, при этом не хотите, чтобы у вас в карманах ничего не валялось, рекомендую. Покупайте. Я думаю, вам, если это надо для пробежек. Кстати, кто бегал и увлекается бегом, он меня поймет, что если хочешь с собой взять телефон, он просто в кармане у вас болтается. В сумочке же он лежит идеально. Сейчас я крепление зажму. Лежит идеально, не болтается ничего. Также вы при беге положите ключи, потому что все равно вам дверь закрывать надо, когда вы уходите из дома на пробежке или велопрогулке. Все это будет лежать у вас идеальненько в такой вот классненькой, тоненькой сумочке. Ну, мои рекомендации рекомендую, потому что действительно приятно на ощупь, очень хорошее качество прошивки. И через день после выкладки видео я в комментариях напишу, какая она действительно на теле. Еще, может, даже надо будет какой-то тест провести, промокает, не промокает. Соответственно, тоже это все рассказать. Все, всем приятных просмотров. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Потому что даже тут есть уже подписчики, которые пишут, что у вас, наверное, накрутка на канале, потому что мало комментариев. Ну, комментарии зависят не от меня, и мне как бы не хотелось бы по каждому видео говорить, там, подпишитесь, ставьте лайки, комментарии. Если вы действительно оцениваете мои видео, если вам они нравятся, я буду рад и благодарен вашим лайкам, что, соответственно, повысит рейтинг канала, и мне будет очень приятно. Всем пока!